В этом видео я расскажу, почему лучше стоит использовать модульный скрипт. Досмотри это видео до конца, чтобы узнать, как это работает. Если ты не хочешь узнать теорию, просто скипай этот момент по тайм-кодам. А полностью взять готовую модель ты можешь в моем Discord сервере, по этому QR-коду или по ссылке в описании. Самый главный вопрос. Почему не серверный скрипт, а модульный? Модульный, потому что это как огромная коробка. В него ты можешь закидывать буквально все подряд. К примеру, подсчет денег, сортировку, сохранение, награды, обновление таблички, да что угодно буквально. Даже последнее время захода игрока. Это удобно, потому что через месяц-другой ты уже не поймешь, где что лежит. Любое изменение — это риск сломать что-то. В чем плюс модульного подхода? Представим, что модуль — это одна огромная коробка, и в ней у тебя есть ящики. Какой-то отвечает за подсчет статистики, другой за сортировку, сохранение. На практике, если ты найдешь баг, то ты уже заранее знаешь, в какой коробке его искать. Любое изменение, добавление нового значения в статистику, просто добавляешь новую функцию в модуль, а старый не трогаешь. Обычный серверный датастор — это неплохо, только в том случае, если у тебя игра небольшая. Если у твоей игры есть карьерный рост и она будет только расти, то модульный датастор — это лучший вариант для тебя, потому что он сохранит как время, так и нервы. Любой серьезный разработчик в Roblox уже давно перешел на модульный датастор и не пользуется серверной датой. Давайте сделаем небольшой модульный датастор. Сервер скрипт сервис, добавляем модуль скрипт, его можно переименовать в Data Manager. Добавим датастор, пишем local ds равен game get service datastore service, пробел, пишем название нашего датастора, ds name, мы напишем player data, пишем версию нашего датастора, dsv равен 1, добавим интервал для автосохранения, as интервал, он будет равен у нас 180, то есть 3 минутам. Local store равен ds get data store и пишем сюда наш ds name. Local session равен таким скобкам. Теперь добавим наш темплейт, это то, что будет в статистике каждого игрока. Local template равен, открываем такие скобки, пробел, version равен dsv, запятая. К примеру, добавим, что у каждого игрока будет валюта кэш, и она будет изначально у всех 0. Добавим локальную функцию deepcopy, пишем t запятая visited равен visited или скобкам, if type в скобках пишем t, волнистое тире равно table 10, возвращаем t, закрываем. If visited в скобках t, 10, return visited в скобках t, снова закрываем. Local copy равен скобкам visited в скобках t равен copy. For g запятая v in pairs в скобках t do пробел copy в скобках k равен deep copy v запятая visited. И в самом конце мы пишем return copy, чтобы вернуть значение. Пишем локальную функцию reconcile в скобках data local clean равен deep copy template. Local function merge в скобках target запятая source for k равен default val in pairs в скобках target. Если source в скобках k равен nil, то будем возвращать значение target в скобках k равен deep copy в скобках default val. В другом случае, то есть else if, если тип default val равен table и тип source в скобках k равен table, то будем отправлять merge default val запятая source k. Target k равен source k. И пишем то в другом случае target в скобках k равен source k. Это нужно для того, чтобы если в сохраненных данных не было ключа, то мы брали из шаблона. В этом случае, если получаем таблицы, то рекурсивно сливаем. А это простое значение берется из сохраненных, если оно есть. Merge в скобках clean, запятая data или скобки. Clean.version равен dsv. Добавим небольшую задержку в виде 1/10 и возвращаем значение clean. Дальше будет одна из важных функций, это загрузка данных пользователя. Function datamanager.load в скобках player. Добавляем уникальный ключ каждому игроку. Key равен player, нижнее подчеркивание, 2 точки, player.userID. Добавляем локальную проверку, на получилось ли получить дату игрока или нет. Success, запятая, raw data равен pcal function. Возвращаем значение store get async в скобках key. Если не получилось получить дату, то просто кикаем игрока с причиной not loaded data, то есть не получилось загрузить дату игрока, и возвращаем значение nil. Local data равен reconcile raw data или скобки. Добавляем сессию игрока sessions player.userID.
равен, открываем скобки, дата равна дате, last save равен tick, запятая, dirty ставим false, запятая, saving ставим false и возвращаем нашу дату, return data. Дальше мы добавим способ для получения статистики игрока. Пишем function data manager.get, в скобках пишем player, local session равен sessions player user ID. Возвращаем значение session и session data. Вверху мы изменим session на sessions и все. Теперь добавим функцию setDirty. Пишем function data manager.setDirty в скобках player, local session равен sessions player.user ID. Добавляем проверку, если session, то будем возвращать session.dirty равен true. Поднимемся чуть выше и после datamanager.load добавим новую функцию function datamanager.save player force. Это вторая самая важная функция, которая будет сохранять данные игрока и отправлять их для хранения. Local session равен sessions player.user ID. Если это не сессия, просто возвращаем обратно. Если это session.saving, то то же самое возвращаем просто обратно. И последняя проверка, если это не force, если это не session.dirty, то тоже возвращаем обратно. Session.saving равен true, добавляем key равно player, нижнее подчеркивание, 2 точки, player.user ID. Добавляем функцию успешной проверки. Local success равен pcal function store, двоеточие, update async, key, запятая, function, в скобках old. И возвращаем значение session.data. Если успешно, то есть if success, то session.lastSave равен tick и session.dirty равен false. В другом случае пишем игроку warn save failed, двоеточие, запятая, player name. И последнее пишем session.saving равен false. Добавляем новую функцию function datamanager.since leader stats в скобках player. Эта функция нужна для того, чтобы во время игры обновлять лидер стат игрока. Local session равен sessions player.user ID. Если это не сессия, то просто возвращаем обратно. Local data равен session.data. Добавляем лидер стат. Leader stats равен player find first child leader stats. Если нет лидер статса, возвращаем значение обратно. Local cache равен leader stats find first child в скобках cache. Если есть кэш, то пишем cache.value равен data.cache или 0. Добавим функцию автосохранения. Function datamanager.autosave for user ID, запятая, session in pairs в скобках sessions. If tick минус session.lastSave больше или равен as интервал. Local player равен game.players, двоеточие get player be user ID. Если это игрок, то сохраняем datamanager.save player, запятая, false. Добавим отдельную функцию remove. Function datamanager.remove player datam.save player, запятая, true. Sessions player.user ID равен nil. И на этом наш модульный датастор закончен. Теперь перейдем к части серверного скрипта. Добавляем скрипт, пишем local datamanager равен require, то есть мы вызываем этот модуль script.parent.datamanager. И все, после нашего require datamanager вызывается на сервере game.players.playerAdded connect function в скобках player. Вызовем из нашего дата-менеджера загрузку. Local data равен datamanager.load player. Если нет даты, то просто возвращаем обратно. Local leader stats равен instance.new folder. Leader stats.name равен leader stats.
то есть название нашего лидерстата. Это обязательно. Leaderstats.parent равен player. Таким образом мы добавляем папку с лидерстатами в нашего игрока. Добавляем нашу валюту cash. Cash равен instance.new int value. Cash name равен cash. Cash value равен data.cash или 0. Cash parent. Добавляем в нашу папку leaderstats. Теперь нам нужно добавить сохранение при выходе игрока. game.players.playerremoving connect function в скобках player data manager.remove player. И на всякий случай добавим bin to close. Это чтобы, к примеру, если у игрока пропал интернет или резко оборвалось соединение, то все его данные сохранились. game.bin to close function for нижнее подчеркивание запятая player in и pairs game.players getPlayers пробел data manager.remove в скобках player и добавим небольшую задержку в виде 2 секунд. Обязательно перед тем как зайти в игру нужно ее сохранить. Теперь зайдем в файл Experience Settings Security и включим значение Enable Studio Access to API Service, чтобы в нашей студии работал DataStore. Теперь заходим в игру. Все, как мы видим, у нашего игрока есть кэш. Теперь наш DataStore работает. Небольшой пример, как это можно проверить. Добавим Screen GUI. В Screen GUI добавим Text Button. В Replica Storage добавим Remote Event. В Text Button добавляем Local Script. Пишем script.parent.mouse-button 1 клик. Connect Function. game.replicastorage.remote-event fire server, то есть при нажатии на кнопку мы будем отправлять на сервер наш ивент. Теперь сделаем, чтобы на сервер слушал этот ивент. Пишем game.replicastorage.remote-event.onServerEvent connect function в скобках пишем player и добавим наше действие, то есть добавим нашу дату равна datamanager.getPlayer. Если нету даты, то просто будем возвращать обратно. И добавим саму функцию добавления кэша игроку. То есть data.cache плюс равно 1000 datamanager.setDirtyPlayer. И чтобы обновить значение в лидерстате, пишем datamanager.sinceLeaderStatsPlayer. То есть без sinceLeaderStat оно будет добавлять игроку в хранилище его значения, но сам LeaderStats визуально в игре не будет показывать актуальное значение. Все, теперь заходим в игру, нажимаем на кнопку и видим то, что у нас прибавился кэш. То есть за каждое нажатие нам добавляется кэш. У нас сейчас 25 тысяч. Перезайдем. И наше значение сохранилось. То есть наш LeaderStat полностью работает и функционирует. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк этому видео и подпишись на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также у меня есть свой Discord сервер, в котором мы общаемся, и я публикую все модели из видео. Полностью готовый DataStore ты сможешь взять именно в моем Дискорде по ссылке в описании. Пока!